Но мотива по-настоящему ни у кого нет. Михальчук не стал бы он за карьеры столько народу. Тем более, если Ермолаева переводят в Москву. Согласны? Ты на что намекаешь? Ну, на то, что никто из них не убийца. Ну, из тех, кто на пикнике был. Ну, я так думаю. А самогонку кто травил? Диверсанты, что ли? Приплыли с аквалангами или на парашютах? Думал он. Ты лучше думай, чем ходить. Да ходи. Товарищ мэр. Играете? Потом доиграете. Пошли. Лосева до утра допросить не получится. Ему капельницу ставили, сейчас спит. Ничего, поговорим утром, раз не сдох. Товарищ Ермолаев. Ты знал? Знал. Он мне рассказывал. Почему мне не сказал? Андрюш, мы же договорились. Я хочу знать, почему умерла Света. Говорите, Михальчук. Говорите. Вам-то это зачем? Это не имеет к делу никакого отношения. Сейчас все имеет отношение. Борис! Давно у них? С октября точно. Мы, когда на пленум летали, она в театр без вас пошла. На Таганку, помните? Сказала, что с подругой. Мне тогда тоже билет перепал. Они этого не знали, поэтому не особо скрывались. Ну, сели рядом, потом встали и ушли. Я за ними пошел. Николай Романович. Дальше. Такси поймали и уехали. Николай Романович! Людмила! Позовите Людмилу! Надо сходить за носилками и немедленно перенести его в медчасть. Не надо. Вы что, умереть хотите? Не от яда, так от кровоизлияния. Никуда я не пойду. А ты присядь с нами тут. Вот, если что, договорились. Не возражаешь, если доктор поприсутствует? Хорошо. Только все, что вы услышите, ну, вы в курсе. Ну что, за мной шпионил, а про жену помалкивал? Ну, извините, не оправдал. А ведь я хотел тебя с собой в Москву взять. А я бы отказался. Я, знаете ли, предпочитаю первым парнем на деревне, чем последним в городе. Товарищ следователь, а может, это наша распрекрасная Лидия Аркадьевна? Не наглей, Боря! А мне терять нечего. А что, решила мужа отравить, чтобы за любовника выйти, а? Как вам версия? А может, она Игоря Евгеньевича решила на тот свет спровадить? Может, он ее бросить собирался, а? А может, она сама решила отравиться, потому что ей оба уже вот… Это не ты, Боря. Я? Она угрожала тебе, ты сам рассказывал. Андрюша, ты рехнулся с горя? Заткнись, сволочь! Тихо, 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 тихо. Ему угрожала Лидия Аркадьевна? А почему? Потому что он ее шантажировал. Да вообще все не так. А как? Она знала, что вы были в курсе? Ну, знала и что? Я и сам сказал, что все знаю. Я сначала думаю, мало ли, что у них там в Москве было. А потом, когда мы сюда приехали, через 2 дня Лосев появился. Здрасте. Ясное дело, он сюда из-за нее приехал. Вот тогда я ей все и сказал. Сказал, что конкретно? Чтобы она заканчивала эти шашни. Что я ему все расскажу. А она стала мне угрожать. Ты не так говорил. Ты говорил, что хотел, чтобы она уговорила его. Чтобы он рекомендовал тебя на повышение. Угрожал, что все ему расскажешь. Но ты говнюк.
не доложил плохо и доложил бы плохо. Она, кстати, у вас с зубками. Сказала мне, что скажет вам, будто я к ней пристаю. И что вы поверите не мне, а ей. А серьезно, кому бы вы поверили, Николай Романович? Когда это произошло? Что произошло? Когда вы ее шантажировали? Я никого не шантажировал. Когда Лидия Аркадьевна сказала вам, что расскажет все товарищу Ермолаеву, что вы к ней приставали? 3 дня назад. Товарищ Ермолаев, что бы вы сделали, если бы узнали такое? Да уж сделал бы. Это вы к тому, что я хотел ее убить? Мотив есть. У нее тоже, конечно, но учитывая обстоятельства. Твою мать. Все это дерьмо из-за какого-то говёного писаки. Не стоило бы вам. Дай мне домой ехать. Давай. Говнюк такой. Я же видел, как он перед Лидой вышивал. Думал о общественных основаниях. Ох, на нее многие заглядываются. Я и сам лет 7 посматривал. Лидия Аркадьевна очень красивая. Пока жива была Валя, я никуда, никаких фокусов. Разные вокруг женщины были. И такие, что не прочь. Но я никогда. На Лиду глядел, конечно, любовался. Но Валя, мы ведь с ней вместе всю жизнь. Такое прошли. Болела она тяжело. И муж Лидин тоже красавец. Как для нее скроен. Генерал, замкомандующего округом. Потом Валя умерла, мучилась. Я год горевал. И тут такое. На учениях самолет падает. Все командование округа и муж Лидин. Все разбились, никто не выжил. В общем, и там беда, и здесь горе. А вышло так, что от несчастья этих мы и сошлись. По любви ты не думай. А теперь лучше бы она меня и правда до смерти отравила. Да нет, ну травить она вас точно не собиралась. Да это теперь не важно. Хоть бы и собиралась. Лишь бы выжила. Я же сюда каждый год приезжаю. Лет 20 уже. А теперь зачем? Я же здесь вспоминаю, как тут в войну было. Как тут немцы нас по горам гоняли. Как мы их жучили. Тут же все родное. А теперь что мне вспоминать? Это вот. Нет, не приеду. Тебе сколько было, когда меня сюда забросили? Лет 15? Обижаете. 17 почти. Ну да. Ты орел был. Злой, шустрый. И матюкался, как взрослый, по-взрослому. Я ж помню, как вас с самолета сбросили. Я ж тогда ходил с нашими вас искать. Вас тогда отнесло на 2 километра в сторону. Аж за ущелье. Вот про это не надо.
Я про это как вспомню, у меня до сих пор шерсть дыбом встает. Это же был мой первый прыжок. Первый, последний, слава богу. Нас еще сначала зенитки обстреляли на подлете. Потом ребята говорят, черт его знает, куда вас сбрасывать. То ли здесь, то ли сбились малости. Дверь открыли, а там ночь, да еще туманище. Облака по горам повисли. Не видно ни хрена. Да. Мы что-то костры жгли. А толку? А потом слышим самолет. И хорошо минут на 10 ветер подул, развиднелось. Мы хоть успели парашют засечь. Что ты про все это думаешь? Ну, в покушение ни в какое я уже не верю. Но кто-то же эту дрянь подсыпал. Подсыпал. Ну, насчет Бориса моего, это ерунда. Он хоть и жук, такое не мог натворить. Ты-то на кого думаешь? Я не знаю. Чтобы такое сделать, причина нужна настоящая. Ну, у кого такая была? Получается, ни у кого. Да, получается, ни у кого. Вот. Так, Николай Романович. Не бойся, пить не будем. Давай за наших. Ты чего среди ночи? Думаешь, прыгну? А ты не прыгнешь? А тебе какая разница? Андрюш, пошли. Я тебя здесь не оставлю. Ну, все, идем. Нет, я не могу там. Там везде она, ее вещи. Я прикоснуться боюсь. Лечь не могу в постель. Там ее подушка смятая, тапочки. Расческа ее лежит. Старик. Нет, я не могу там находиться. И не нужно. Пойдем ко мне, у меня переночуешь. Боря, а домой я тоже не поеду? К тебе переселюсь? Боря, я не знаю, что мне делать. Я не знаю. Доберешься, позвони. Держи. Еще. Тетя Даша и Светочке привет. Здрасте, Толь. Здорово. Здравствуйте. Далеко? К вам в Благодатное. К подружке с ночевкой отпросилась. Угу. Ну, тоже надо. Как там? Живы все, здоровы? Николай Романович ничего. Из больницы звонили. Лидия Аркадьевна в себя пришла. Состояние тяжелое, но все самое страшное уже позади. Слава богу. А товарищ Лосев? Поел сегодня сам.
Вопросы к нему накопились, вы же в курсе. Да он еще слабый. Спит все время. Но вы не волнуйтесь. Ничего страшного с ним не случится. А я тут з якого боку? Нашли крайнего. Ты с какого боку? А я тебе сейчас скажу, с какого ты боку. Главное, я виноват. А кто? Да если бы не ты, я бы сейчас не тряслась, как... И люди бы живы, здоровы были, и ехали бы себе на экскурсию в эту Массандру. А у тебя эта отрава где попала валяется? Бери, кто хочет, трави, кого хочешь. Та у мене все закрито. Хто ж знав, що в подсобку хтось полізе? Ты замки менял? Ні, ти що? Гриша, ты больной? Зінаїда Григорівна, я мігом все поміняю. Ну что за люди, а? Ну что за люди? Анатолий Степанович, здравия желаю. Виталик, привет. А майор где? Симферополь вызвали. Шею мылить. Кто там еще? Можно, Зинаида Григорьевна? Заходи. Садись. Что хотел? Я насчет докторши нашей. Людмилы Валентиновны. Что там за история произошла? Какая история? Ну, насчет дочки ее, Ларисы. Как она ее родила? Как родила? Как все, обычным способом. Это понятно. Я имею в виду, от кого? А тебе какое дело? Ну, есть дело, расспрашиваю. А знаешь что? Ты вот пойди у нее и спроси. А вы не знаете? Я тут подсчитал, это 52-й год. Вы к тому времени уже здесь работали. Да, это мой первый год на должности, и у Людмилы первый год, ее сразу после института к нам направили по распределению. И она сразу, получается, в первый год... Ну, как это случилось? А ты не знаешь, как это случается, да? Аборт разрешили только через 3 года делать. Ну, это, получается, кто-то отдыхающий, да? Угу. Отдохнул кто-то. Зинаида Григорьевна. Слушай, Толя, вот чтобы ты от меня отстал, я тебе так скажу. Да, у нее кто-то был. Погуляли, он уехал, она забеременела. В общем, ЧП, понимаешь? Я ее даже уволить хотела за аморалку, ну, пожалела, в декрет отправила. Она Ларочку родила и сразу на работу вышла. Тяжело ей было, потому что если-то у нас здесь нет. Люди в нее пальцем тыкали, ну, хоть помогали, конечно, но самое интересное, у нее жених был. В институте они учились вместе. Вот возьми ты ему, да соври, я не знаю. Так нет, она всю правду взяла и выложила. А он пропал. Замуж она больше так и не вышла. Но зато у нас есть Ларочка. Чудесная девочка. Ну и... Кто отец, вы не знаете. Нет, ну, я у нее, конечно, спрашивала. Но только она мне ничего не сказала. Она гордая.
Привет. Здорово. Домой? Узнал что-то? Я не знаю. Может, глупости все это. Ну, расскажи. Обдумаем. Лень, я за такое даже думать не хочу. Ты как до этого докопался? Да не докопался, еще рано говорить. Ну, по крайней мере, мотив есть. И в химии она разбирается. Слушай, только я сам с ней поговорю, ладно? Людмила Валентиновна, это Савченко. Ходите, не стесняйтесь. Лары нет, я спать не собиралась. Вот Чижика кормлю. У вас какой-то вопрос? Скажите, кто отец Лары? Лосев? Это вам Зинаида Григорьевна рассказала? Больше никто не знает. Я увидел фотографии 52-го года. На них Лосев, подумал, совпадение. Не совпадение? Нет, не совпадение. Лара знает? Нет. Игорь Евгеньевич? Да он меня даже узнал не сразу. Все забыл. Понимаете, это моя жизнь поменялась после того, что между нами было. А для него это было так. Курортным приключением. Поэтому вы решили его отравить. Да. Поэтому я решила.